Беспроводные Bluetooth наушники, которые могут похвастаться защитой от воды класса IPX4, отличным временем автономной работы, наличием приложения, 6 предустановленными эквалайзерами и кастомным эквалайзером, стильным дизайном, последним Bluetooth чипом, режимом низкой задержки для любителей поиграть в игры на смартфоне, регулировкой громкости прямо с наушников и качественным звучанием. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам Xiaomi OneMa OmniFin Air Free Buds. К слову, я их носил 3 месяца, и это, наверное, первые наушники из лоукоста, которые мне так сильно понравились, что я только сейчас делаю на них обзор. Но как же по всем пунктам на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой небольшой коробке с оранжевыми вставками. Изображение модели, а также характеристики на ней. Пакинг неплохой, коробка пришла целая, что хорошо. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки, а также амбушюры разных размеров. Бокс без наушников весит 32 грамма. Один наушник весит 3,5 грамма. Габариты бокса 65 на 42 на 27 миллиметров. Наушники в размерах 21 на 21 на 15 миллиметров. Звуковод круглой формы, он имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенную сеточку. Его размеры 5,6 на 3,9 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забывайте про лайв-канал, там проходят стримы, и я еще там сейчас выпускаю руководство. И не забывайте про телеграм-канал скидок и взаимопомощи. В телеграм-канале скидок нас уже 83 тысячи человек, во взаимопомощи 14 тысяч человек. Если что решили приобрести, очень советую туда посмотреть. Вполне возможно, вы увидите не самый низкий ценник. Все, что покупаю, к слову, к себе на обзоры, тоже туда скидываю. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к, собственно, наушникам. В продаже есть черная и белая расцветка. Дизайн бокса интересный, плюс за то, что нижняя его часть плоская. Но минус, так как нет антискользящей вставки. Выглядит, по мне, он привлекательно. Изготовлен бокс из матового софт-тач пластика, материалы не марки, но потертости на нем проявляются моментально. С одной стороны, с другой стороны они у вас появятся, и все, и вы будете вот так его носить. Больше он не поцарапается. Сборка, как и качество материалов, по мне, за эти деньги прям отличная. В кармане он слегка мешается, но только слегка. На корпусе расположили LED-индикаторы, название производителя на крышке и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, люфт присутствует только в закрытом состоянии крышки, хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Далее, внутри расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники из бокса довольно удобно, но нужно приноровиться, потому что они все-таки глянцевые. Большая часть наушников выполнена из глянцевого пластика, а также имеется матовая вставка. Материалы марки и дизайн наушников своеобразные, точно на любителя. Сборка данной модели в целом неплохая, посадка плотная, из ушей они выпирают минимально, дискомфорта при длительном прослушивании музыки лично я не обнаружил, уши у меня от них вообще не устают. Если потрясти головой, то они не вылетят, опять же помним, что нужно правильно подобрать амбушюры для этого. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, по 2 микрофона на каждом наушнике, маркировка и сенсорная область управления, из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника и ответ сброс вызова. Настроить нажатие возможность есть, на нажатие наушники откликаются хорошо, ложных срабатываний у меня не было. Но опять же, можно настраивать только под двойной и тройной тап без пресс-контрола. Наушники оснащены 8-миллиметровыми динамическими драйверами, активного шумоподавления и режима прозрачности в данной модели нет. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после изъятия из бокса. То есть, если вы открываете просто крышку, они не подключаются, здесь нет умной крышки. Анимация для Android устройств на борту, мультипоинта не завезли, датчика обнаружения нет. Емкость аккумулятора наушников 37 мАч, а бокса 500 мАч. Полный цикл зарядки занимает у бокса 2 часа 15 минут, что вообще не быстро, а наушники заряжаются за 1 час 25 минут в среднем. Беспроводной зарядки бокса нет, саморазряд у бокса я не наблюдал. Отыграли наушники у меня по коду QAC на 100% громкости 6 часов 20 минут. Притом они довольно громкие. Перезарядить наушники от бокса можно 4,5 раза. Время автономной работы действительно отличное для такого размера. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX4, то есть у бокса нет. Я их искупал в воде около 30 секунд, по итогу функционал не пострадал, что безумно радует, но я еще раз повторяюсь, вам подобным я не советую заниматься. Все тесты на задержку я, кстати, проводил без активированного игрового режима, который здесь есть. И еще хочу отметить, что все примеры микрофонов были записаны до того, как я их топил. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение OmniFin. В приложении есть заряд наушников по отдельности в процентах, а заряда бокса нет. Далее вкладка с обновлениями прошивки, которая, к слову, мне уже
прилетало, настройка тапов, 6 предустановленных эквалайзер и кастомный эквалайзер тоже на борту, и плюс они на него откликаются. Последнее — это включение-выключение игрового режима, который по большому счету и не нужен, потому что по мне задержки здесь вообще нет. Притом даже с яблоком. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту SBC и AC кодеков высокой четкости нет. Через одну стену они не отваливались, как и через две стены. Связь держит стабильно без фризов. Задержка на YouTube незаметная, как в целом и в играх, с включенным режимом низкой задержки, как и без него. Примеры вы сейчас увидите на экране. Let's go. Микрофоны с технологией шумоподавления ENC с алгоритмом DNN справляются с задачей не совсем мрачно, учитывая форм-фактор. Перегруз, разумеется, присутствует, ветер полноценно не глушится. Примеры вы сейчас услышите. Микрофоны здесь не сильная сторона данных наушников, но я не удивлен. Не особо сильный ветер, съемку дороги, трафик вы сами видите. То есть все, кто-то куда-то едет, ветер задувает довольно прилично. И вы совершенно свободны и великолепно можете, во-первых, оценить, как наушники сидят в ушах, и, во-вторых, насколько хорошо могут отрабатывать микрофоны рядом с мотоциклами. Пусть даже не особо громкими, но все равно. И вот сейчас еще ударит. Ей. Слушайте, они, правда, не громкие. Там не масляный КамАЗ, не УАЗ. Но все равно какой-то звук есть. Ну, немного теста микрофонов рядом с морюшком. Как вы знаете, волны шумят, в принципе, всегда. Насколько хорошо меня слышно, решать, как всегда, вам. Звучание. В стоковом звучании запаса громкости достаточно. Звучание данной пары басхедное, бас упругий, средний бас в наличии. Середина с неплохой проработкой, высокие звучат отчетливо, детальность присутствует, баланс тоже. Данная пара по мне звучит очень приятно, любителям баса однозначно Airfree Buds зайдут. И еще от себя хочу отметить, что по большому счету, если ты не аудиофил, для прослушивания какой-нибудь музыки из Яндекс.Музыки этих наушников более чем достаточно, и даже с яблочными устройствами. То есть эти наушники звучат намного лучше, чем они стоят. Из минусов: нет кодеков высокой четкости, нет сенсоров приближения, нет мультипоинта, нет активного шумоподавления режима прозрачности, долгая зарядка бокса, не показывается заряд бокса в программе. Ну, еще много чего можно перечислять, начиная от отсутствия беспроводной зарядки у бокса, но вы же понимаете, что стоимость определяет функционал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и она вас, скорее всего, порадует, что в России, что не в России, на Али, допустим. Если промокоды, повторяюсь, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео или в прикрепленном комментарии. Повторяюсь, что если вам интересен какой-то девайс, вы заходите на телеграм-канал скидок и вбиваете его название. И смотрите, за какой ценник его раньше можно было приобрести. Понятно, что курс растет, но с одной стороны курс растет, с другой стороны некоторые модели становятся со временем дешевле в долларовом эквиваленте. По этой причине что-то можно купить выгоднее. Поэтому подписываемся и следим. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Вы помогаете проекту. Комменты все читаю, не всегда успеваю пролайкать, ну а общаюсь я, еще раз повторяюсь, в болталке. Резюмирую, беспроводные наушники One More Omfin Airfree Buds имеют отличное время автономной работы, приятное звучание и низкую задержку в играх. Если вам нравится дизайн и не напрягает отсутствие активного шумодава, режим прозрачности или мультипоинта для вас не нужен, то эти наушники вам однозначно подойдут, потому что они маленькие, живучие и по большому счету удобные, когда к ним приноровишься, что к боксу, что к ушам. То есть я к ним прикипел прям. Единственное, конечно, расстраивает микрофон. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, пишите в комментах, что еще вы хотите, чтобы я приобрел на обзор. Огромное спасибо за просмотр, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.